Предположим, у вас есть трек, который вы давным-давно записали, а мультитреки канули в прошлое. И вы слышите, что вам так хочется поднять или опустить немножко бочку, или, может быть, малый снэр, тарелки. Такая возможность появилась. И сейчас я вам продемонстрирую, как это сделать с помощью UVR. У меня нашелся проект «Заготовка» 2012 года. В нем были записаны акустические ударные, синтетический бас, арпеджио и какие-то подклады. Миксдаун был выгружен в Wave, а мультитрек и сам проект были утеряны. Тему очень хотелось дописать, и я это сделал. Теперь моя задача состоит в том, чтобы в дорожке, где была записана основа трека, сделать хай-хет не таким заметным, то есть сделать его тише. С полным миксом, который я тут дописывал в 15-16 году, звучит так. Бас, клавиши дописаны, вот. Вот основа. Они не настолько прям громкие, но они выделяются. Вот я использовал здесь плагины SUS, верхнюю серединку немножко ее режет. Потом эквалайзером я немножко восстанавливаю высокие частоты, потом чуть компрессию для громкости, для полноты. И опять просаживаю высокие частоты мультибенд компрессора в Q3. Чего, конечно, делать я бы не рекомендовал, но тем не менее, меня устраивает этот результат. Мне нужно только сделать чуть-чуть тише хай-хет. Изначально они звучали намного громче. Если это все выключить, это звучит примерно так. Сейчас нам необходимо выгрузить нашу злосчастную дорожку с основой в Wave формате. Лимитер на мастере я, наверное, все-таки оставлю, потому что чтобы пиков не было, больше ничего здесь такого нету. Открываем наш UVR. Думаю, вам не надо объяснять, откуда его нужно скачивать. Итак, выгрузили эту дорожку, заслали ее сюда. Теперь нам нужно, чтобы у вас был скачана модель для расслоения фонограммы на составляющие. В данном случае мы будем использовать метод ensemble. Выбираем стемы ударные, и нам необходимо выбрать данные модели. Смотрите очень внимательно, потому что от этого будет зависеть результат отделения барабанов от фонограммы. Вот наши 4 модели. Нижняя MMI, Repro MDX-A гибрид и MDX Extra Q. Больше нам здесь ничего не нужно. Теперь, если у вас есть видеокарточка от NVIDIA с CUDA ядрами, то вам очень повезло. Здесь выбираете GPU Conversion. Процесс займет намного меньше времени. Также ставим галочку Drums Only, потому что нам нужны только ударные с этой фонограммы. Нажимаем Start Processing и ждем. Благодаря видеокарте RTX 4060 прошло 2 минуты. Вот они, наши барабаны. В принципе, неплохо. Так, где наш куплет или припев? Что там у нас было? Качает бы. Между прочим, это барабаны фирмы PIS, которые я записывал в 2012 году. Живем. Итак, что мы делаем дальше? Вот эти барабаны переносим еще раз в UVR. Да-да-да. Переносим. Вот они. И теперь у нас должна быть скачана модель.
Drum Sep. Но нам нужна конкретно не это. Вот смотрите, она разделяет аж на 6 дорожек. Kick, Snare, Toms, Hi-Hat, Ride, Crash. Эта модель очень слабенькая, она на стадии разработки, и поэтому она нам выведет сейчас это все с обрезанными там частотами. У нас есть кое-что по универсальней. Вот метод Demux. Модель наша называется Drum Sep. Выбираем все стемы. Вот это все по отдельности: бочка, малый, железо и тома. Ну, тома, она так себе, конечно, определяет, но тут все зависит от исходника. Теперь нажимаем Start Processing и ждем, пока выведутся наши элементы. Так быстро, за 10 секунд, неплохо. Теперь вот эти все элементы, нам надо их отслушать, как они у нас вывелись. Так, вот они, наши хай-хетики, вот они. Они у нас в озерах. Переводится как остальное. Да ладно! Вот, кстати, я слышу, задетектился синтюк. Конечно, он потом вычтется с фонограммы чуть-чуть. Вот этот белый шум. Вот она, бочечка. Угу. Это малый. А малый, между прочим, это Mapex MPX 14 дюймов. Да, умел я тогда играть на барабанах. Что несешь ты вообще? Вот эти все 4 дорожки, ну кроме первой. Первая нам не нужна. Закидываем их все в нашу давку. А давка наша называется Sonar 8.5. Вот. Как все непросто. Надо уже переходить на что-то более современное. Вот они, наши 3 элемента. Давайте их переименуем, чтобы было понятно, что это. Наши злосчастные хай-хеты. Между прочим, на момент записи у меня был Zildjian A Custom Master Sound. Верхняя тарелка обычная, а вторая ребристая. Вы просто не представляете, как она вживую шипит. Там такие резонансы по комнате гуляют, что это просто уши закладывает. Поэтому я не рекомендую использовать их, когда вы играете слишком громко. Или играете как молотком. Вот так вот. Бочечка наша родимая. Интересно, бочка прям с каким-то то ли ревером. Я уж не помню, что я туда добавлял в эту бочку. Так, малый, снейр. Хорошо. Вот они, наши 3 элемента. Теперь смотрите. Вот, допустим, я хочу убрать хай-хет. Не допустим, а я хочу сделать его потише. Вот эту дорожку, которую мы вывели с помощью UVR, нужно поставить противофазу. Поставили. И теперь она у нас будет вычитаться при увеличении громкости. Вот сейчас послушаем, как это происходит. Я, честно говоря, делаю это первый раз. Вот просто решил для вас подснять ролик. Так, допустим. Так, ну нам надо вот на припеве. Может даже чуть-чуть его. Буквально. Кстати, вот крэш. Видимо, и крэш сюда попал, да? А ну-ка, сейчас послушаем. Надо повычищать все эти крэши. Итак, ребята, слушаем. Можно, кстати, его... Пускай... Вот на куплетах пускай будет. Не узнаете песенку? Я думаю, по аккордам все понятно, да? Название трека.
Вот, кстати, можно даже с эквалайзером как-то поиграться, чтобы вычитался только высокие частоты. Ну-ка, надо это послушать. А, не. Ого. Чего это? Вдруг свет вырубился? Фига себе. Вот это прикол. Ладно, прервемся. Получается, чем мы выше повышаем частоту, тем мы больше воздействуем на сигнал. Во. Вот так вот, по-моему, огонь. Ну-ка. Кстати, а если вот убрать его? Часть синтюка немножко, часть пэда немножко все-таки вычитается, да. Вот это, кстати, может, не надо эквалайзера? А ну-ка. Ну, не так, чтобы... Не, лучше без эквалайзера. Пускай хит остается полным. Ну, и в качестве эксперимента можно также попробовать с бочкой. Противофазу поставили. Вперед. Бочечка убирается. Ага, все. Вот, минус 5 нормально. Пинок остается. Ну да, вот это, конечно, нужно же ведь еще и проверить, как работают в плюс наши элементы. Противофазу убираем и делаем громче бочку. Ну вот уже бочка громче. Уже прям до невозможности. Мне кажется, она нормально звучит. Ну, просто как для примера посмотрим. Так, допустим, бочка. Ну, так, в принципе, да. Прямо. Ну, так делать, конечно, незачем. Давайте попробуем снэр. Малый. Ну, и пинок вырезается. Кстати, вырезается часть хай-хета, часть хай-хета. А ну-ка, если хеты оставить? Но все равно хай-хет немножко съедается. Это, конечно, не очень хорошо, но тем не менее у нас есть такая возможность. Вот уже малый громче. Какой-то он прям с хорусом, что ли. Может, дело в фазе? Ну-ка, сейчас посмотрим. Может, немножко его надо по фазе скорректировать. Ну, в общем, возможно, все. Если вам понравилось данное видео, не забудьте влепить лайк. Ну и написать что-нибудь там в комментах. Всем пока.